Для простых людей это было неощутимо. С 15 до 20 числа эта вибрация утвердилась в нашем материальном мире. Была атака от человека с моего окружения. Мы сейчас на подходе, на грани открытия секрета мироздания. Я вам объясню, что происходит сейчас. На нас идет искусственное воздействие тех представителей, жителей Земли, которым невыгодно, чтобы мы просыпались. Так, Ильдар, вот хотел спросить, на такой личный вопрос задать вам. Интересно стало, что в последнее время на меня такие воздействия происходят. Вот в плане, как болезни проявилась, ну, грипп какой-то непонятный. Тоже так, самочувствие такое не очень было. Практически, ну, с кровати не мог встать, вот один день отлеживался. Головные боли сильные были. И вот хотелось бы узнать, что это такое за воздействие происходит. Но не у меня одного. То есть я знаю людей, у которых тоже происходят такие своего рода воздействия. И практически в одно время. То есть, вот, с чем это связано? Как вы можете это объяснить? Мгм. Мгм. Приветствую, Илья. Приветствую вас, друзья. Это очень хороший вопрос, актуальный вопрос именно в настоящее наше время сейчас. Я сейчас объясню, что это происходит. Вот вы все помните, я рассказывал о скачке, который был в августе месяце. Тот скачок, именно вибрационный скачок, он был, ну вот условно как, когда он пришел, он был как такой невидимый трафарет, прозрачный трафарет, вот, наслоение на нашу материальную реальность. Вначале он был прозрачен, не так ощущаем сильно. Он был ощущаем только для эмпатов. Для простых людей это было неощутимо. И буквально получается с 15 до 20 числа эта вибрация утвердилась в нашем материальном мире. Что значит утвердилась? Она с прозрачного стала видимой, именно ощущаемой сильно. И эта вибрация начала, естественно, производить работу с материальным планом, то есть здесь с человечеством, с людьми и так далее. И это воздействие, конечно же, сказалось на большинстве людей. Каким образом? Вот те, у кого оставались негативные частички, вибрации, вот эта частота вибрационная, она позволила проявиться этому. Это я говорю про тех, кто сейчас идет в процессе пробуждения. Если у вас что-то оставалось там, если у вас какие-то крупицы оставались или были легкие подзаражения, то, естественно, это начинало проявляться. Также это проявилось очень сильно, сейчас стало выявляться на людях, на тех, у которых были вот эти скрытые паразиты, которые скрывались. И я вот добавлю к этому прям такой пример, который буквально вчера произошел со мной. Была атака от человека с моего окружения, который вроде шел в ногу со временем со мной, в ногу с пробуждением. И это было просто неожиданно для меня. Почему я понял, почему на меня идет атака эта. Естественно, что я нежелателен тем, что я помогаю людям сейчас вовремя принять меры, вовремя осознать, вовремя начать действия. Я помогаю людям пробуждаться. И это невыгодно. Ну, естественно, и этот скачок, он дал, как говорится, свой результат. Он выявился на том, у кого находился скрытый паразит. Что я могу сказать еще по этому вибрационному скачку? Это не просто так был этот вибрационный скачок. Он был запланирован. Почему? Потому что нас, дорогие друзья, сейчас ожидает очень мощное и большое событие, которое произойдет. Ну, я вот так предполагаю, поскольку мне как информация приходит, это будет до середины ноября месяца.
Вот в этот период, от сегодняшнего дня до середины ноября месяца, будет какое-то глобальное раскрытие, которое даст нам возможность увидеть то, что было от нас скрыто веками, тысячелетиями. И именно этот вибрационный скачок мощный был послан нам сейчас. Для чего? Для того, чтобы этот скачок дал возможность пробудиться нашему гипофизу, шишковидной железе. Сейчас есть у вас у всех возможность усилить восприятие вот этого энергоинформационного поля. Сейчас есть возможность усилить работоспособность вашей шишковидной железы. Сейчас у вас есть возможность открыть те способности, которые считаются сверхспособностью. Но я считаю, что это не сверхспособности, а наши обычные способности, которые атрофировались. Вот именно эта вибрация, эта частота, она сейчас поможет многим людям принять то, что было от нас скрыто, принять наши способности в реализацию. Поэтому, друзья, мои рекомендации такие. Ну, в первую очередь сейчас, если вы чувствуете какие-то внутренние идут дисбалансы, какое-то состояние раздражения, агрессии, что-то происходит, то постарайтесь максимально заземлиться. Сейчас Мама Земля нам помогает. И путем заземления, процесс заземления, он поможет вам вычистить ту остаточную вибрацию, ту негативную вибрацию, частички, которые остались внутри. Она поможет вот это все вычистить. Ну, еще предупредить хотел, что сейчас на многих светлячков, на многих пробуждающихся будет производиться атаки. Атаки будут производиться именно с их окружения, именно через тех людей, которые могут быть, имеют к вам доступ, с кем вы в контакте. И это даже происходит не только через людей, но также может и происходить через животных, наших домашних животных, через наших друзей четвероногих. Потому что и в наших четвероногих друзьях тоже есть эти паразиты. Поэтому сейчас максимально постарайтесь выходить на природу, сливать вот ту остаточную вибрацию, она помогает проявить. Если вы это чувствуете, если вы это видите, то не ведитесь на поводу этого. Сразу включите разум, осознайте, что происходит. Не позволяйте ему заводить вас в ловушку. Постарайтесь сразу использовать методы заземления, методы чистки. На природе вы можете зарядиться этой вибрацией новой. На природе она даст вам возможность сейчас очиститься и еще разработает вашу шишковидную железу. Это нужно сделать сейчас именно, потому что нас сейчас ждет грандиозное событие, раскрытие очень глобального, то, что изменит наше отношение к мирозданию. Мы сейчас на подходе, на грани открытия секрета мироздания. Поэтому, друзья, подготавливайтесь, будьте готовы сейчас. Вам нужно это сделать. Я еще хочу предупредить, что об этом событии знают и те, кому невыгодно, чтобы люди пробудились. Они знают, и они предпринимают свои действия. Какие свои действия? Вот Илья мне предварительно до этого рассказывал про свое состояние, непонятное состояние гриппозности, вдруг ни с того ни с сего, хотя не простывал. И я добавлю к этому, что действительно, да, даже у меня вот появился какой-то как бы насморк, хотя я за своим здоровьем слежу, в тепле, на холоде не был, не простывал. И вдруг на ровном месте появился симптом вот гриппозного состояния. Я вам объясню, что происходит сейчас. На нас идет сейчас искусственное воздействие тех представителей, жителей Земли, которым невыгодно, чтобы мы просыпались. Что они делают? Вы все помните 2020 год, что происходило на Земле. Началось то же самое. Вот есть симптомы, голова болит, непонятные состояния головокружения, давление поднимается,
как будто бы в голове кто-то вот ковыряет, царапает. И вот это вот гриппозное состояние, я объясню, началось то же самое, что было в 2020 году. Сейчас идет обильное распыление химикатов, которое вызывает реакцию именно выделения мокроты, повышенной мокроты. Нос сильно забивается. Идет симптом именно похожий на ларингию. Симптомы именно гриппа. Отдышка сильно появилась у людей. Кашель. Вот у меня, например, тоже ни с того ни с сего появился кашель. И это в комплексе работает с частотами, которые они излучают через антенны. Гриппозное состояние и в голове вот это болезненное состояние, давление, сжатие головы, головокружение сильное, слабость. Это в комплексе работает. Сейчас они это включили. Это работает. Сейчас они пытаются воздействовать на нас максимально. Для чего? Для того, чтобы мы, многие, не воспользовались этой возможностью, которую нам сейчас дает Мама Земля. Она сейчас эту вибрацию стала в большем формате выпускать. Они нам препятствуют для того, чтобы мы не приняли вот это глобальное раскрытие, которое перевернет наше понимание о мироздании. Они это делают специально. Поэтому, друзья, мой совет, я вот помню его еще с 2020 года, когда многие говорили, что это состояние, она проявляется, именно вот глюкоза состояние, она проявляется с обильным выделением мокроты. Реакция тела, иммунная система начинает работать на защиту, и иммунная система начинает обильно выделять мокроту, которая начинает пузыриться и так далее. Вот эта мокрота, она забивает легкие, забивает носоглотку, слизистая становится мокрота очень. И я помню вот по совету одного доброго человека, который говорил, что эту мокроту, именно вот эту пузырчатую мокроту, нужно даже избавляться так, чтобы с организма она выходила. Каким способом? Дышать именно спиртом. И именно пары спирта, они расщепляют вот эти пузырьки мокроты, которые легкие облепливают и состояние пневмонии у людей. И именно дышать спиртовым раствором. Не пить, а дышать. Еще есть такой метод, я его тоже использую, он действенный. Если кто, может быть, не может дышать спиртовыми растворами, я, например, не могу. Я вот использовал такой метод, вот есть вот такое средство, карандаш для ингаляции. Вы все знаете, вьетнамский бальзам, звездочка, он у нас во всем Советском Союзе всегда был. Вот это новое средство такое, она как карандаш. Я не рекламирую, но я свой просто опыт делюсь. Вот этим карандашом можно дышать. Он действительно тоже несет тот же самый эффект, как и спиртовый раствор. Подышали и сразу как будто бы в носу что-то вот открывается. Я считаю, что он тоже может помогать расщеплению вот этой жидкости, которая сейчас наполняет нашу дыхательную систему. Поэтому, друзья, не опускаем руки. Если есть какие-то внутренние дисбалансы, дискомфортные ощущения, начинайте делать практики. Не сидите просто так, не ждите, что это завтра пройдет. Начинайте это делать. Сейчас все в ваших руках. Сейчас вы должны предпринимать действия. Если хотите, мы можем вместе с вами начать делать практики. Если кто не знает, как делать практики и так далее, напишите. Вот под видео вы можете написать в комментариях, пожалуйста, проведите нам практики. Мы будем проводить закрытые практики, не для всех. Поэтому, друзья, пишите.